Как вы уже знаете, текст фестского диска разделен на фрагменты. Однако количество этих фрагментов на стороне А и на стороне Б не совпадают. На стороне А 31 фрагмент, а на стороне Б 30. После того, как мы обнаружили зодиакальные созвездия Рака, Тельца, Змееносца, астеризмы Ориона и звезду Акубенс, люди, которые в теме, сразу же сказали бы, что в таком случае следовало ожидать на каждой стороне по 30 фрагментов. Так почему же это не так? Луиджи Пернье с самого начала догадался, где именно находится начало текста и в каком направлении оно прочитывается. И он писал: «Я полагаю, что спираль движется от верхнего конца того периферийного знака, который выглядит как вертикальный стержень, на котором отмечены 5 равноудаленных точек, и продолжается, извиваясь в левом направлении». И вот, следуя совету Пернье, мы начинаем счет фрагментов. Но, сделав полный круг, мы натыкаемся на странный по своей форме и местоположению 13-й фрагмент диска. На диске нет более ни одного фрагмента подобной продолговатой формы, и нет более ни одного фрагмента, который своими боковыми сторонами граничил бы сразу с 3 фрагментами. И еще более удивительно, что это именно 13-й фрагмент. Мы вновь имеем дело с числом 13, мы имеем дело с числом Змееносца. И что бы это значило? Это означает, что на диске этого фрагмента не должно быть. Его не должно быть по той же самой причине, по какой в зодиаке нет Змееносца. Он уходит, но уходя отворяет путь новому знанию. Ибо змея — это древнейший символ знаний, а змееносец их носитель — ученый. Именно в этом причина того, почему на каменной человеческой голове из Гебекли-Тепе обозначен змей. Именно в этом смысл определения ловец-змей в месопотамских мифах. В этом причина того, что змея прикреплялась к коронам египетских фараонов. В этом истинный смысл так называемой богини змей, найденной Эвансом при раскопках Кноса. В этом причина того, что спираль на фестском диске есть не что иное, как свернувшаяся змея. Фестский диск и сам является змееносцем, то есть носителем знаний. Но что же было написано на 13-м фрагменте? Значение трилистника мы уже знаем, но что обозначает соседний знак? Луиджи Пернье писал об этом знаке. Представляет собой вогнуто-выпуклый лук скифского типа с незатянутой тетивой. В свою очередь, Артур Эванс называет этот предмет азиатским луком и отмечает, что этот знак часто встречается в хеттских памятниках. Осталось заметить, что во многих языках мира слово «лук», помимо значения «лук» для стрельбы, имеет также значение «дуга», «изгиб», «арка». Даже в древнеегипетском иероглифическом письме значения «дуга» и «арка» передавались иероглифом «лук». Таким образом, в рассматриваемом нами фрагменте мы имеем словосочетание, состоящее из 2 слов – «трия» и «дуга». Это означает лишь одно – в каждой дуге, или иначе говоря строке, должны быть 3 фрагмента. Таким образом, мы выявили структуру текста. На каждой из сторон ровно 30 фрагментов, разделенных на 10 строк, по 3 фрагмента в каждой. И один из этих фрагментов мы уже прочли. Расположенный именно таким порядком, текст готов к прочтению. Ведь даже при самом поверхностном рассмотрении становится очевидным,
то, насколько текст хорошо структурирован. Очевидно, что параллели в тексте не случайны. И у нас есть возможность сравнить это с результатами попыток структуризации на основе комбинаторного анализа, сделанного предшествующими учеными. Мне кажется, что здесь все достаточно очевидно. Помимо выявления структуры текста фесского диска, мы по ходу дела поставили жирный крест на бытовавшее до этого момента в научном мире мнение, сформулированное следующим образом. В начале первого тысячелетия до нашей эры вавилоняне разделили зодиак на 12 равных частей, поскольку у них уже был основанный на фазах Луны 12-месячный календарь. Но при этом им пришлось пожертвовать змееносцем, то есть 13-м созвездием эклиптики. Теперь же при изучении фесского диска мы выяснили, что это решение было принято как минимум на 500 лет раньше.